Пятый канал представляет. Вань, я пишу. Антон Максимович, а можно я немножко попишу, а вы немножко померите? А то я все штаны уже удел. Вот это использовали для поднятия веревки. Бычков, ну когда ты повзрослеешь? Лень, я не в том смысле уделал. Это вот он в этом смысле уделал. Полицейские, Ваня, делятся на две категории. Те, которые ползают с рулеткой, и те, которые носят звание майора. Диктуй. Так, ну, расстояние от пола 3-5 сантиметров. Так, Бычков, уйди из кадра. Я вообще не понимаю, зачем мы это делаем. Леня уже столько нафоткал, мы 3D-модель можем соорудить. Не отвлекайся, Вань, данные давай. Так, расстояние от левой стены 55 сантиметров, расстояние от правой 60. А право и лево что? Мое или твое? Так это... трупака? Повесился, блин, а нам возить с ним теперь. Сам себя подтянул для уверенности. Ага. И ударился об себя раза так 5. И все левой. Так это что получается? Мокруха? Нет, это не просто мокруха. Это казнь. Повешенный. В прямом положении означает жертву или воздаяние. Пробил я нашего жмурика. Знакомьтесь, Юров Юрий Васильевич, 73-го года рождения, неделю назад вышел из колонии. Так, дальше. Что, 5 лет назад осужден по делу об изнасиловании. Там еще отягчающие были. Жертв нашли в петле, но суд не доказал, что именно он убил, поэтому классифицировали как доведение до самоубийства. Получил 10 лет, а отсидел 5. А почему 5? Освободили. Адвокат Кипренский Александр Федорович через правозащитные организации добился освобождения. Вот судьба у человека, да? Отсидел ни за что, вышел и через неделю тебе на... Да, все интереснее и интереснее. Да полюбас его свои замочили. Вы что, не знаете, что на зоне с насильниками делают? Вань, бред это все. Ну, могли, допустим, если случай особо циничный, либо если ты ребенок. А так, на зоне по уголовным понятиям женщины и существует для того, чтобы ее насиловать. Поэтому наш клиент на зоне чувствовал себя вполне нормально, особенно если она сама к нему села в машину. А она сама? Не знаю. Так, а он, смотри, вроде твоего брата был. Бомбил. Понемногу она села к нему в машину, попросила довезти до дома, но он довез ее до лесополосы. Но, по его словам, все было добровольно. А вот, кстати, именно на этом адвокат и построил свою линию защиты при пересмотре дела. Это точно была казнь. Спасибо. Я знаю. Слушай, что-то я не понимаю. Если она сама согласилась, то смысл в петлю лезть. А если не хотела, то чего в машину садилась? Бычков, ты чудовище. Почему я чудовище? Поехали. Куда? Выяснять, почему ты чудовище, и заодно к адвокату. Конечно, я помню об этом деле. Это было совсем недавно. Ужасно. Так рваться на свободу, чтобы потом здесь умереть. А как так вышло, что именно вы помогали осужденному? Насколько я понимаю, вы частный адвокат. Да, и походу совсем не дешевый. Да, дешевый. Но кроме того, я занимаюсь правозащитной деятельностью. Так сказать, на общественных началах. И как правозащитник помогаю несправедливо осужденным. Можете считать это благотворительностью. И как же вам удалось оправдать его? А вы что, не читали материалы дела? Читал. Бегло. Видите ли, он был осужден в угоду общественности. Молодая девушка повесилась в лесополосе, предварительно оставив на автоответчик мужа драматическое признание. Конечно же, публика жаждала крови. Но никто даже не задавался вопросом о том, что она делала ночью, одна на проспекте, где собираются ночные бабочки. Позвольте. Да не позволю, потому что я доказал это дело в суде. Дайте закончить, извините. Так вот, всплыли новые обстоятельства. Контакт мог быть, так сказать, добровольным, скажем, за деньги. Ну и после пересмотра дела
Юрова выпустили на свободу. Какая нелепая смерть. Извините, ваше. Когда вы его видели в последний раз? Это было 3 дня назад в ресторане «Старый якорь» вечером. Он отмечал свое освобождение. Я не смог составить ему компанию до конца. Здоровья. Во сколько это было? Я вернулся домой как раз к началу новостей, да? С учетом дороги, это было, скорее всего, 8 часов вечера. Точнее сказать не могу, я на часы не смотрел. Хорошо, спасибо. Имейте в виду, вы последний, кто видел его, не считая убийцы. Поэтому. До свидания. Да-да, я Пошли. понимаю. Не покидая пределы города. Говорю же, мутная дамочка. Нормальная женщина не стала бы разъезжать с незнакомыми мужиками в 2 часа ночи. Ты думаешь, что говоришь? Чего я сказал-то такого? Бычков, запомни, любая женщина имеет право сесть спокойно в бомбиле и доехать к себе домой. А не оказаться изнасилованной в лесополосе. Ты меня понял? Что на вас нашло? То Елена Валентиновна, то теперь вы. Знаешь, Ваня, когда-нибудь какая-нибудь женщина, может быть, возьмет тебя в мужья, у тебя родится дочь, и тогда ты поймешь, о чем я говорил. А сейчас просто смолчи. Концепция изменилась. К мужу я поеду один, а ты зайдешь в ресторан «Старый якорь» и узнаешь, когда оттуда ушел Юров. Ты что сел-то? В смысле, а вы что, не подбросите? Навигатор мне покажет в другую сторону, а ресторан за углом. Ножками, Вань, ножками! Честно говоря, меня немного удивил ваш звонок. Юли нет уже 5 лет. Их дело вроде как закрыли. Понимаю, появились новые обстоятельства, дело отправили на доследование, и неделю тому назад Юров вышел на свободу. Как вышел на свободу? Его оправдали. Оправдали. Этого не может быть. Но это же он убийца. Доказали ведь. Ну что за страна у нас такая? Присаживайтесь. Сергей Александрович, успокойтесь, это еще не все обстоятельства. Сегодня утром его нашли мертвым. Мертвым. Есть же Бог на свете. И как же эта тварь умерла? Его убили. Вот оно как. Получается, я теперь под подозрением. Формальности, конечно, но я обязан задать вам этот вопрос. Вы помните, где вы были в среду вечером? Помню, конечно. Я на работе был. Я преподаю в вечерней школе, а потом был на дне рождения у коллеги. Это все могут подтвердить. Имя, фамилию коллеги и адрес? Елизавета Камыш. Пролетарская, дом 2. Рома, чайник! Иду. Давайте я запишу вам ее номер телефона, позвоните, спросите. День добрый. Роман, мой сын. Рома, это из полиции. Ром, на секундочку. Не уходи, пожалуйста, один вопрос. Что ты делал в среду вечером? Не помню. Гулял, наверное. Один гулял? С друзьями. Извините, мне надо к ЕГЭ готовиться. Он очень замкнутым стал после смерти матери. Ударился в учебу, ходит в спортзал. Понимаю. Ну что ж, спасибо за информацию. Тогда не покидайте город, если что, оставайтесь на связи. Хорошо, пожалуйста. Звоните.
Судмедэкспертиза показывает, что это было несомненное убийство. О, минуточку. Слушаю. Да. Когда? Держите меня в курсе. Все-таки не 1 год проработали вместе. Да, всего доброго. Час от часу не легче. Юра Дегтяренко, эксперт из Центрального бюро. А еще только вчера говорили с ним по телефону. А что с ним? Найден сегодня утром мертвым в своей квартире. Что за времена? Антон Максимович, а вы что, были знакомы? Да, мы пересекались по работе. Да, отличный был специалист. Да, очень жаль. Леня, продолжайте. Да. Значит, Юрова подтягивали на веревке вверх, пока не вынудили встать на носки. Потом петлю закрепили за батарею. И Юров простоял на носках до тех пор, пока, значит, ноги не свело судорогой, и смерть не наступила мгновенно. Смерть наступила между 3 и 4 часами по полуночи. Точнее сказать уже нельзя. Да, жуткая смерть. По заслугам. Что не снимает с нас обязанности найти убийцу. Так, какие оперативные действия планирует группа майора Амосова? Антон Максимович. Что? Ой, Валерий, извините. Ольга Валерьевна, я сейчас расскажу. Значит, смотрите. Юрова последний раз видели живым в 20:10 в ресторане «Старый якорь». Так. В 4 утра, ну это максимум, он скончался. Нашли мы его в старом заброшенном доме. Во сколько именно его повесили, это нам неизвестно. Поэтому мы сейчас отрабатываем версию доставки Юрова на место преступления и совершения, так сказать, этой казни. Леня, а кому принадлежит развалюха, в которой его нашли? Значит, по земельному реестру дом принадлежит семье Чудовых. Он выставлен на продажу. Хозяева находятся в Москве, 2 года их никто не видел. Нужно узнать, кто из причастных к делу по изнасилованию и самоубийству Маровой знал, что дом стоит пустой. Будем работать, товарищ полковник. Еще нужно взять семью Маровых под наружное наблюдение. А обоснование? Ну, помимо того, что Маров муж погибший. У Юрова обнаружено несколько кровоподтеков справа на лице и на теле. А сын Марова довольно-таки крепкий мальчик. Плюс к тому же левша. Да и самого Марова-старшего нельзя исключать из списка подозреваемых, так как у него алиби только до 10 часов вечера. Поэтому я вас и прошу дать разрешение на наружное наблюдение. Таможня дает добро. Пойдемте, свободно. Антон Максимович, свободны. Да ну она мутная какая-то. Да ладно. Ну я говорю, стрёмная. Чего? Точно он? Слушай, давай только его далеко в парк не отпускать. Там заросло все, еще потеряется. Давай, мы типа спортсмены. Еще на пробежке. А ты бейсболку для маскировки, что ли, взял? Мог и предупредить, я бы тоже надел. Стоять, бросай оружие! Нет! Сашка! Это повезло тебе еще, Крутиков, что оба ранения по касательной прошли. А то бы разговаривали мы с тобой в реанимации. Получить стрелу в руку, но еще куда не шло. Но пальнуть-то себе по ноге. Товарищ майор, у меня палец от боли рефлекторно дернулся. Это он удачно у тебя рефлекторно дернулся. А если бы ты застрелил этого малолетнего Леголаса, Полосков до сих пор валидол сосет.
Нифига себе, малолетний. Да это кабан-полтинник. И этому кабану еще 18 нет. Для закона он ребенок. Саш, скажи, что ты вообще к нему с пистолетом-то полез? Задача была какая? Следить. Или в тебя дух Бычкова вселился? Виноват, товарищ майор. Ну только это наверняка он. Оружие у него было, портрет убитого нашли. А стреляет он знаете как? Точно давно готовился. Да, вот только Юров умер с петлей на шее, а не со стрелой в горле. Рушится твоя теория. Отдыхайте давайте, пока Полосков на ковер не позвал. А я пойду допрошу этого пленного. Я не жалею, да, я это сделал. Я должен был за маму отомстить. Отец трус, смирился. Даже когда этот гад нам письмо написал, он ничего не сделал. Какое письмо? Такое. Мол, здрасте, встречайте, рогатые мужья и сиротки. Я на курорте 5 лет загорал, а теперь к вам еду. Готовьте цветы. А письмо это у отца осталось? Нет, выбросил. Будем такую дрянь в доме держать. То есть отец успокоился, а ты Робин Гудом решил стать? Я с самого начала решил. Уже 5 лет стреляю. Расскажи, как ты это сделал? Что, лук? Юрова как убил? Да без напряга. Он же со своей матерью живет. Я адрес еще на суде запомнил. Ну, выследил его. Подстерег возле этого ресторана «Старый якорь». Дал по роже, вырубил, привез на заводскую и повесил. Привез? На чем? На трамвае? Ну да. Он же бухой был, как мочалка. То не бей меня, то братан, друг, по бабам поехали. Я и сказал, что едем по бабам. Завез его туда и повесил. На чем? Как на чем? На веревке. Веревка-то какая? Нейлоновая, или пеньковая, или конопляная? Не помню. Из дому взял. А веревку за что закрепил? Вы сами знаете. Так, что-то я совсем ничего не понимаю. Ты его убиваешь, а потом еще по портретам его уже мертвого в лесопарке из лука палишь. Привычка. Короче, я признался. Вы будете протокол составлять или нет? Делать мне нечего. Бумагу на разную чушь переводить. Сейчас посидишь в обезьяннике и подумаешь над тем, как давать заведомо ложные показания. Альберт Иванович? Да-да, заходи, Сашенька. Вызывали? Садись, дорогой, да. Подготовь мне, пожалуйста, дело Бычкова и характеристику. Хорошо. Ну, соответственно, да, там. Бычков. Характеристику. Да. В каком смысле? В каком смысле? В прямом смысле характеристики. Что тебе, словарь дать, что ли? Характеристику. Да нет, я понимаю. Да, правдивую характеристику. Так. То, что он ни черта не умеет, ни одного дела не раскрыл, прячется за спинами других, интеллектом не обременен, ну, в общем, так далее, в таком духе. А зачем такая? Ну, уходит он от нас. По собственному желанию. Если не дурак, конечно. Дурак, конечно. Хорошо. Да. Я полетел. Туда нельзя. Там Максимыч Логоваз допрашивает. Во-первых, здрасте. А во-вторых, кого он там допрашивает? Ну, Логоваза. Эльф из фильма про «Братву и кольцо». Мы так парня прозвали, который Крутикова подстрелил. Дурдом какой-то. Лена Валентина, я телефон думаю купить. Вот, кум по дешевке отдает, практически новый. Посмотрите. Я тебе что, телефонный мастер? Ну что, вам жалко, что ли? Ну, по-своему это посмотрите. Куда? Туда! Это же телефон кума! Так, тихо, Бычков, успокойся. Ты что, обалдел? Эй! Извините. Бычков. Лена Валентина. Нормально. Извините. Стой! Рома, боже мой, что с тобой? Ты в порядке? Как вы могли? Зачем вы арестовали ребенка? Вам нужен я. Это я убил его. Папа! Стоп! Ни слова больше. Бычков! Семенов, иди сюда.
Уведи парня. Хорошо, Маров, садитесь. Облегчите душу. Когда этот ублюдок прислал мне письмо, я понял, что убью его. Убью, когда он выйдет. Убью непременно. В общем, я его выследил, проследил до ресторана, набил ему морду. И привезли на заводскую и повесили. Не смешно. Вы себя видели? Вам без сообщника с ним даже с пьяным не справиться. Я был в состоянии аффекта. Хватит нести чушь. И давайте вы не будете выгораживать сына. Это же он избил Юрова. Он левша. И кулак его травмирован. Может быть, я не знаю. Но он не убивал. Он был дома раньше меня. И до самого утра играл в этот чертов Вордкрафт. Его друзья это могут подтвердить. Отпустите сына. Да его никто и не арестовывал. Тут ситуация глупая какая-то вышла. Он играл с луком и подстрелил полицейского. Это у меня с утра дурдом или женитьба Фигаро. Ну ты чего ходишь, как вода опущенная? Бабушка, есть вести из клиники? Да нет, с бабушкой все нормально. Сегодня можно забирать уже. Ну, не проблема, мы поедем и заберем. Да не надо. Пашка заберет сам и в деревню отвезет. Так, стоп, да я угадаю. У тебя было видение. Ты знаешь имя убийцы, но не хочешь его говорить. Убийца, он не убийца. В смысле, он убийца, убил он, но как-то не сразу. Я не знаю, как. Леночка, ты работаешь у нас психологом и обязан оказывать психологическую помощь. Но убийство за меня раскрывать не надо. Понимаешь? Садись. Вот, к примеру, я себя плохо чувствую, мне плохо, холодно. Проведи со мной психотерапевтический сеанс. Вот мне плохо. Плохо. Ну, скажи мне что-нибудь теплое. Телогрейка с батарейкой. Тепло. Антон Максимович, Елена Валентиновна, меня Полосков увольняет. Так он мне нужен. Альберт Иванович, вот сейчас мне необходимо опросить двоих свидетелей. Ну что, разорваться, что ли? Я его и не увольняю сегодняшним днем. Пускай еще 2 недельки поработает по закону, как положено. Ну, как раз Крутиков и выздоровеет. Вот, кстати, о Крутикове. Ни один Бычков косячит. Вот это не надо. У Крутикова за год был только 1 серьезный залет. Ну, может быть, 2. А Бычков только одно дело с его этим сладкой парочкой чего стоит. А где был Бычков, когда этот одинокий рейнджер за этим, как его, леговазом охотился, а? Близко он был. Недалеко. Альберт Иванович, опыт-то приходит. С годами опыт. Ты хочешь сказать, что я его несколько лет терпел? Не дождешься. Так, у тебя еще 2 необработанных свидетеля. Вперед! Ну, судя по всему, ничего серьезного. Копии экспертных заключений, какие-то старые документы. Так что, если бы это попало в руки Амосова, ничего бы страшного не произошло. А если бы он рассказал Амосову, что знает? Янусу лишние трупы не нужно, тем более, если из-за них возникают ненужные вопросы. Эксперты, которые выехали на место, естественно, первым делом что сделали? Проверили мобильный, а там в исходящих мой номер. И что сказала? А что сказала? Сказала, что действительно покойный звонил мне вечером по поводу какой-то экспертизы. Слава богу, что он тогда действительно у нас работал по одному делу. Здравствуйте. Доброе утро. С кем имею честь на этот раз? Елена Воробьяшкина, эксперт. Ну что, господин майор, что у нас сегодня? Сегодня несколько уточняющих вопросов. Первое. В ресторане «Старый якорь» нам сказали, что вы оплатили застолье Юрову. Я думаю, это несколько выходит за рамки деятельности адвоката. Почему? Человек 5 лет провел в тюрьме, вышел на свободу. Без работы, без денег. Я хотел устроить ему праздник, я это сделал. Хорошо, хорошо. Второе. Будучи в колонии, Юров несколько раз подавал на пересмотр дела, но при этом ни разу не пытался связаться с вами. Вы искали его сами.
И что? То, что мне это показалось несколько странным, вы никогда не были уголовным адвокатом и специализировались по имущественным делам. 5 лет тому назад я был возмущен тем фактом, что толпа безоговорочно поверила в виновность мужчины только потому, что он мужчина и хотел естественных для мужчины вещей. Поэтому я задумался о своем вкладе в защиту прав человека и тут же вспомнил о Юрове. Ну и поднял это дело. Интересно, скажите, а как вы узнали, что Юлия Марова вела себя неблаговидно? Логика, господин майор, логика. Что может делать одинокая женщина в центре города ночью? Да, и что же? Понятно, что она была у мужчины, но не осталась на ночь. Почему? Стало быть, он либо женат, либо делит свои жилище с кем-нибудь еще. Остается у нас что? Что? Гостиница. В центре нашего города гостиница только одна. Удовлетворены? Вполне. Спасибо за информацию, нам надо идти. До свидания. Всего доброго. Кряс говорит, нет человека, нет проблем. Да ты что, правда? А он сам не боится стать проблемой? Не гони. Кряс с журналистом этим хочет разобраться раз и навсегда. Раньше надо было разбираться. Все, что знает журналист, знает и Амосов. А Амосов, это, знаешь, как-то вот тендеры не интересуют. А что его интересует? Крест. Ну что скажешь, эксперт-психолог? В смысле? Ты наехала на Бычкова, правильно сделал. Ну, он теолог. А здесь? Этот идейно ненавидит женщин, а ты стояла и глазом моргнула. Он умирает. Что? На нем печать смерти я видела. Это страшно. Мне после этого как-то все равно было, что он болтает. Ну, тогда, может, Слушай, его... вот даже не думай. И Кресту передай. Если с Амосовым хоть что-то случится, здесь сразу же и ФСБ, и ФСО, и Генпрокуратура будет. Значит так, эти бумаги уничтожь, а Кресту скажи, чтобы прошелся по всей цепочке. И все, кто хоть какое-то имеет отношение к его, так сказать, гибели, ненужный свидетель, понял? Ты же говорила, Янусу трупы не нужны. Я сказала, лишние трупы. Блин. Елена Валентиновна, я это осознал. Женщину нельзя насиловать, даже если она ночью в мини-юбке сама к тебе в машину села. Хочешь об этом поговорить? Нет, я это... Меня что, Полосков увольняет? Ну, не расстраивайся ты так. На полиции свет клином не сошелся. Устроишься работать куда-нибудь. Ну, в общем, устроишься куда-нибудь. Вот именно что куда-нибудь. А я подумал и понял, что полиция – это вся моя жизнь. Понятно. Хочешь, чтобы я замолвила за тебя словечко перед Полосковым? Ладно, уговорил. Спасибо. А телефон не бери. Он в воде побывал. Потому так дешево и отдают. Спасибо. Ну, кум, ну, жучара, а? Да. Альберт Иванович, разрешите? Леночка, заходи, пожалуйста. Ну, как дела у нашей Ванги? Спасибо, все хорошо. Я по поводу Бычкова. Вы что, все меня уморить хотите, что ли? Все решено уже. Ну, он хороший парень. Тут что он такого сделал? Он плохой опер. Я сказал, все решено. Он нужен нашему отделению. У меня было видение, он нас спасет. Как спасет? Ну, я не знаю, но точно, что не один раз. Так что не надо его увольнять. Леночка, ты что, меня за дурачка держишь, да? Ну, какой из Бычкова супергерой? Так, иди с глаз долой, потому что и тебя могу уволить под горячую руку. Получается, хата принадлежала Кирсанову Аркадию, а жена Марова Кирсанова Юлия. Бычков на месте?
Вань, что, все так плохо? Сочувствую. Да ладно. Может, я и вправду не опера, дерьмо. Это мы сегодня проверим. Ваня, самокритика не должна перерастать в самоистязание. Мне, что ли, помочь тебе, а? Бесполезно. Пробовали уже. Никого он не слушает. Ты правда хочешь остаться? Ну, конечно, я же шкальмет-то ничего не умею. Ваня, а если все-таки решу твою проблему, ты мне поможешь в одном деле? Ну, если решить, конечно, я же для вас-то... Как так не согласиться? Да, это будет нелегко, согласна. И все-таки. Но если все-таки я его уговорю, ты сделаешь все, как я скажу? Без вот этих вот «я не знал», «я не понял» и так далее. Ой, пацан сказал? Пацан сделал. Да. Вот. Мужской разговор. Ой, Бычков. Антон Максимович, знаете, что я нарыл? Не поверите. Догадываюсь, но не буду лишать тебя момента триумфа. Хата, где убили Юрова, раньше принадлежала Кирсанову Аркадию Николаевичу. А знаете, какая девичья фамилия жены Марова? Кирсанова. Да, она его дочь. И после его смерти унаследовала хату себе. И продала этим Чудовым. Так. И? А вы знаете, кем раньше был Чудов? Ну, говори. Адвокатом и деловым партнером Кипренского. Марова судилась со своей теткой из-за хаты. И адвокатом у него был Кипренский. Шерлок Холмс, вы фактически раскрыли дело. Ну, поехали его брать? Слушайте, а как мы его возьмем? У нас доказухи вообще никакой. А мы, коллега, будем брать его на понт. О, мы одного однажды так на понт взяли. Вот Ванечка, поехали, пока я не передумал. Да. Можно? Олечка, заходи. Чаек с печенькой хочешь? Нет. Вот, смотрите, что я вам Ну, принесла. вот только здесь могу себя этим побаловать. Приятного аппетита. Моя меня на диету посадила. Только травой кормит. Вот кабан ты разъелся толстый такой. Да ладно. Ты по делу? Да, Альберт Иванович, я слыхала, вы Бычкова собрались увольнять. И ты туда же. Я нет, что вы, я только вас поддерживаю. Вот потому ты начальник оперативного отдела, что всегда мыслишь правильно. Спасибо, товарищ полковник. Для меня очевидно, что Бычков – это такой себе безответственный раздолбай и дурак. Да. А вот что болтают другие, я ведь не слушаю. А что болтают? Ну, разное. Ну, вот, например, что якобы ваш друг не стал вас в баню водить с VIP-обслуживанием, а за это страдает его сын. Что, Бычков про меня такие мерзости рассказывает, да? Да какой там? Куда Бычкову додуматься до этого? Он же идиот. Но подхватит, как попугай, ну, когда услышит такое. И я вот чего подумала, Альберт Иванович. Да. У вас так много завистников. Ой, не говори. Я бы на вашем месте оставила Бычкова. Да. Тогда почва для Сухова исчезнет. Да и Бычков, ну, который тот, будет вам благодарен. Ладно. Нужно помогать молодым. Посмотрим, как будет работать дальше. Правильно. Александр Федорович, скажите, пожалуйста, почему вы нас обманули насчет того, что не знали Юлию Марову? Вот как. Ой. А я солгал? Да, вы вели дело Юлии Маровой против ее тетки Анастасии Кирсановой. В результате чего стороны пошли на мировую и продали дом вашему партнеру. После этого Марова стала вашей любовницей? Какое пошлое слово. Любовница. Она была моей невестой. Она сразу дала мне понять, что уйдет из семьи только тогда, когда сын достигнет совершеннолетия. Я был готов ждать столько, сколько угодно. Появился Юров? Я вызвал ей нормальное такси. А этот дурак заглох где-то на Панфиловской. Почему? Почему она не вернулась в гостиницу и не вызвала другую машину? Почему она села к этой твари? Александр Федорович,
Иногда все в жизни рушится из-за дурацких случайностей. Например, то же самое случилось, когда молодой Рома накинулся на Юрова неподалеку от ресторана. Их пришлось это снимать. Но мальчик вас запомнил. Хороший мальчик. Я бы гордился таким сыном. Александр Федорович, я предлагаю продолжить разговор в отделении. Да бросьте, молодой человек. Куда я убегу? Вот и все. Извините. Ничего не забыли? Нет. Меня беспокоит только один вопрос. Что именно? Вы оставили машину под рестораном. Сели в трамвай, уехали, вернулись, подкараулили Юрова, встретили Романа, посадили Юрова в машину. Допустим. Но как физически здоровый мужик не оказал сопротивления, когда ему накидывали петлю на шею? Он был сильно пьян. До него дошло только тогда, когда я почти оторвал его от земли. Но как вам это удалось? Вы плохо себя чувствуете, ослаблены болезнью. Гнев, адреналин. Да и потом через 2 блока это не так уж сложно. А повторить сможете в качестве следственного эксперимента? Едва ли. Мне ведь не за что на вас гневаться. Да, в школе у вас был хороший учитель физики. Или не в школе? Антон Максимович, я адвокат. Хороший адвокат. Я знаю свои права. Я имею право хранить молчание. Это вам. Я уже свое отписал. Возьмите. Значит, он во всем признался. Признался. Человек достойный восхищения. Так точно все продумал, хладнокровно выполнил и продался. Что с тобой? А он еще и благородный. Может быть. Хотя на его месте я поступил бы точно так же. Не стал бы подставлять людей, которым есть что терять. А как же закон? Закон для людей, а не люди для закона. Люди! Меня не увольняют! Да ты что? Я поздравляю. Спасибо. Так, это что, получается, Елена Валентиновна растопила сердце Полоскова? Увы, нет. О, спасибо. Ни за что не угадаете, кто его позарил. Куликова. Блин, да откуда вы все знаете-то? Просто знаю, кто у нас в управлении настоящий ведьм. А вы что, сосисочки по акции заказали, да? По акции, Вань, по акции. Халявные сосиски. Слушай, сегодня прям не день, а праздник какой-то. Вань, ты готовишься к соревнованию, что ли? По сосискоедению. For everybody dance.